Всем привет! Добро пожаловать на канал. В этом видео я хочу поделиться небольшими советами, которые помогают в обучении, потому что я часто говорю о различных аспектах обучения, о том, как читать, о том, как писать и так далее, но есть ряд небольших таких общих советов, которые помогают нам сократить время нашего обучения, что очень хорошо, но при этом не только не потеряв эффективность, но и значительно ее повысив. Так что давайте приступим. И первое, что я могу посоветовать, это читать все-таки с бумаги, потому что уже есть очень много исследований, которые доказывают, что чтение с экрана любого вашего планшета, компьютера, телефона снижает, во-первых, понимание на 30%, а также снижает на 20% скорость вашего чтения. То есть, когда вы, как вам кажется, сокращаете время вашего пребывания в библиотеке или сидением за учебником тем, что вы читаете это на планшете в более удобной форме, как вам кажется, в итоге вы теряете и в качестве, и в понимании, и в скорости. В общем, в целом, очень плохая идея. Все-таки по старинке читать с бумаги это гораздо-гораздо быстрее, эффективнее. Плюс ваш мозг гораздо больше запоминает, он быстрее понимает и так далее. Второй совет звучит как «думайте как преподаватель». Я думаю, многие слышали о том, что учителя часто говорят о том, что я до конца понял свой предмет только когда начал его преподавать. И это так, потому что когда вы думаете о том, что вам нужно будет пересказать материал кому-либо, то есть вам нужно будет объяснить другому человеку то, что вы только что усвоили. В общем, ваш мозг переходит в абсолютно другой режим. То есть, когда вы просто читаете и как бы пытаетесь понять, и когда вы думаете о том, что вы сейчас читаете, но после этого вам нужно будет объяснить это другим людям, это абсолютно два разных режима. И второй потрясающий, уникальный, который помогает вам лучше вникать, лучше запоминать какие-то детали, лучше понимать общий концепт и так далее. В общем, этот режим преподавателя потрясающий, уникальный. Не стоит упускать возможность периодически его подключать, если вам нужно что-то такое усвоить в общем, в целом, то есть понять общий концепт и так далее. Да, конечно, когда вам нужно отдельные какие-то теории, понятия, то есть вам нужно их действительно выучить, то здесь учитесь как обычно, повторяйте, припоминайте и так далее. Но если какая-то тема совершенно новая, вам нужно в нее очень быстро погрузиться, то режим преподавателя вам здесь очень сильно поможет. Третий советик звучит как «повторяйте только один раз в день». Многие из нас тратят часы, километры своих записей и всего прочего на то, чтобы бесконечно повторять в течение дня. Это очень много времени и сил, но на самом деле, если вы одну и ту же информацию повторяете несколько раз в день, то это равняется одному повторению. То есть ученые уже доказали, что если вы в один и тот же день повторяете одну и ту же информацию, то она крутится в вашей рабочей памяти, и смысла от повторения нет, потому что смысл появляется, как только информация отправляется в долгосрочную память, и вы вытягиваете ее оттуда. А в течение дня она туда практически не отправляется и крутится в вашей рабочей памяти. Соответственно, все эти бесконечные повторения сводятся к тому, что всего один раз. Не надо повторять миллион раз в один и тот же день. Четвертое. Короткие учебные сессии. Признайте себе, что когда вы сидите и учитесь много часов подряд, то по-настоящему эффективными, продуктивными вы бываете только в самом начале и очень ограниченное время. Потом вы устаете, потом вы начинаете уже как-то достаточно бессмысленно что-то читать, что-то смотреть, но как бы по факту вы ничего не запоминаете, не понимаете, и уже это бессмысленное времяпрепровождение. Это нормально, так работает наш мозг, он достаточно быстро перегружается наша рабочая память, в которой находятся те знания, которые вы старательно туда помещаете, пока учитесь или пытаетесь вытянуть. Она очень быстро перегружается. И в целом наш мозг очень быстро устает от активной умственной деятельности. Это нормально. Ему нужны перерывы. Соответственно, если вы будете учиться более короткими сессиями, от 25 минут до 50, то в зависимости от вашего личного ощущения, то есть как только вы понимаете, что вы перестаете активно участвовать в процессе обучения, все, делайте перерыв. И следующий совет относится к тому, что я была бы не я, если бы сказала о том, что все процессы должны быть активными. Введение конспекта, выделение в тексте, составление карточек. То есть как только вы переходите в пассивный режим, вы просто что-то откуда-то переписываете, вы просто что-то читаете, вы просто что-то смотрите. Это все бесполезная трата времени. То есть в надежде на то, что где-то там что-то зацепится, это очень пустая трата времени. То есть как только вы перестаете
устаете активно поглощать информацию, то есть когда вы ее воспринимаете и когда вы с ней что-то сразу делаете, то есть вы внутри себя ее обрабатываете, перерабатываете, пересказываете, пытаетесь связать со своим опытом. Как только это прекращается, все, обучение прекращается. И я думаю, что многие из нас сталкивались с ситуацией, когда вы просмотрели 2 часа лекции, но ничего не поняли. Это все потому, что вы, скорее всего, либо пассивно смотрели, либо она была очень сложная, и вам нужно ее разобрать. Но, скорее всего, вы просто пассивно смотрели в надежде на то, что вы что-то поймете. Нет, только актив, только активные действия, только активное конспектирование, чтение, прослушивание и так далее. Это то, что принесет вам реальную пользу и эффективность в вашем обучении. Никакого пассива. Но предупрежу о том, что, конечно же, активные действия выматывают гораздо быстрее. То есть вы устаете гораздо быстрее, нужны перерывы, что и подтверждает предыдущий совет, который нам говорит о том, что нам нужно чаще делать перерывы. Если вы активно учитесь, то активно делайте перерывы. И последний совет звучит как от общего к частному. Потому что, когда мы начинаем что-либо изучать, какую-то новую тему, либо разбираться, то, что мы уже там слушали, читали и так далее, то мы очень часто идем линейно. То есть вот открываем учебник и начинаем с начала до самого конца читать. Но зачастую так много подробностей, так много вещей, которые мы узнаем, нам не нужно. То есть на данном этапе, например, нам не нужно так много деталей, каких-то терминов и так далее. То есть если вы будете сначала видеть общую картину, то есть пройтись там, например, по главам, как в случае чтения, потом вы будете вникать уже в отдельные главы, которые вам необходимы, то есть вы понимаете, что они отвечают на те вопросы, которые вы там себе задали, которые вам нужны к экзамену и так далее. То есть если вы будете так идти, то вы сэкономите себе время, так как не будете отвлекаться на то, что вам в принципе и не нужно, на то, что сейчас не актуально именно для вас. Соответственно, вы экономите очень много времени, плюс иногда общего понимания какой-либо темы вам вообще достаточно. То есть даже без каких-либо подробностей вам просто нужно знать, что это такое, с чем это едят и как, зачем это нужно и так далее. И на этом все. Я надеюсь, вам помогут данные советы в вашем обучении сократить время, но повысить его эффективность. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.